Трон печати! В аниме трон, отмеченный богом, божественные троны являются высшей силой в мире. Не каждый рыцарь 9 уровня способен пройти испытание на владение троном. К слову, чтобы получить трон печати, необходимо пройти ряд тяжелейших испытаний. Всего есть 6 божественных тронов, которые также имеют рейтинг и различаются по силе. Например, божественный трон Лун Синьюя превосходит трон Янь Хаоханя в боевом аспекте. Каждый из тронов принадлежит рыцарскому храму, и тот, кто обуздал его силу, зовется божественным рыцарем. Трон печати бога – это божественные инструменты, созданные на основе божественного трона вечности и творения, который является единственным сверхбожественным инструментом. Чтобы получить одобрение божественного трона, нужно пройти его испытание. Оно может отличаться в зависимости от самого трона. Каждый божественный трон можно использовать в течение четверти часа. Базовая стоимость 100 000 очков маны. По истечении этого времени духовная энергия будет расходоваться постоянно. Итого существует 6 тронов печати. С некоторыми мы уже знакомы, а некоторые еще не видели в аниме. Итак, это божественный трон вечности и творения, божественный трон страха и печали, божественный трон судьбы и резни, или суда и возмездия, божественный трон защиты и милосердия, божественный трон мудрости и духа, божественный трон закона и порядка. Мы немного поговорим о каждом троне и рассмотрим, какой же трон печати получит Лун Хаочень. Первый и самый главный – божественный трон вечности и творения, сверхбожественный инструмент, используемый богом творения для создания миров. Все существа, однажды ставшие повелителями вечности, получили отпечаток боготворения. Трон наделяет безмерной силой. Существование трона эквивалентно владению силой божества. Божественный трон вечности и творения настолько могуч, что не будет преувеличением сказать, что это артефакт номер 1 в мире. Далее божественный трон страха и печали, один из 6 божественных престолов. Это божественный инструмент, трансформирующийся в доспехи. Он также очень силен. Его эффект заключается в том, чтобы заставить противника впасть в глубокий страх, а также может ограничить его способность двигаться. За исключением божественного трона вечности и творения, этот божественный трон занимает первое место среди 5 божественных престолов, созданных людьми. Рыцарь, владеющий им, будет известен как божественный рыцарь разрушения и прощения. Оружием, которое предоставил божественный трон, был всего лишь щит ужаса и печали. С точки зрения защиты, его можно было считать лучшим среди 5 вспомогательных божественных тронов. В эпоху тьмы, длившуюся более 6000 лет, божественный трон ужаса и печали узнал только 2 рыцарей. О первом ничего не известно. Вторым владельцем трона станет Хань Юй, верный друг и помощник Лун Хаоченя. Божественный трон суда и возмездия, или, как в оригинале, судьбы и резни, один из 6 божественных тронов. Это божественный инструмент, трансформирующийся в доспехи. Рыцарь, владеющий этим троном, будет известен как божественный рыцарь суда и возмездия. Сейчас этим троном владеет отец Лун Хаоченя, Лун Синьюй, однако в будущем у него появится новый владелец. Огромный трон имел высоту 33 метра. На его спинке было бесчисленное множество драгоценных камней, и едва можно было видеть, как за этим стулом плывет человек, сеющий вокруг суд, достоинство и даже ужас. На вершине спинки стула находился ярко-красный драгоценный камень, похожий на солнце, но его сияние было темно-оранжевого цвета, создавая впечатление, что оно несет гибель и ужас. Лучезарные колебания духовной энергии, исходившие от него, казалось, вызывали у всех зрителей желание склониться перед ним. Божественный трон защиты и милосердия. Возможно, он не самый сильный с точки зрения силы атаки, но у него самая сильная групповая защита. И можно сказать, что подавление бога-монстра, лорда Колонны, не представляет абсолютно никакой проблемы. Им владеет Янь Хаохань, глава рыцарского храма и лидер храмового альянса. Мы уже видели силу этого божественного трона защиты и милосердия. Он может позволить группам людей иметь непобедимое золотое тело, избегая тем самым любого вреда. Но недостатком является то, что воины не могут покинуть пределы действия божественного трона, а сам трон и владелец не могут перемещаться. Божественный трон мудрости и духа получил Джан Фанфан. Как следует из названия, этот божественный трон может наделить людей мудростью и духовной силой. Джан Фанфан с его помощью убил множество могущественных монстров. Что касается групповой атаки, божественный трон мудрости и духа более мощный,
охватывая большую область духовной силы. Большое количество врагов будет сбито с толку шоком. И последний, божественный трон порядка и закона, всегда принадлежал и хранился дедом Лун Хаоченя, которого зовут Лун Тянь-инь. И этот божественный трон может создавать владения и даже использовать силу закона. Большинство богов-монстров не осмеливаются быть противниками Лун Тянь-иня, потому что для них он с божественным троном порядка и закона является страшным кошмаром. Так какой же трон получит Лун Хаочень в итоге? Самый сильный и могущественный, которым еще никто никогда не владел. Трон вечности и творения. Почему этот трон особенный? Откуда он взялся и что из себя представляет? В будущих видео мы это рассмотрим. Напишите в комментариях, какой из тронов печати вам понравился больше. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.